Всем привет! С вами Дина. И я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал «Коллекция рецептов». Сегодня по просьбе моей подписчицы Галины приготовим национальное австрийское блюдо – штрудель с яблоками. Венский штрудель – это традиционный десерт из тонкого вытяжного теста с яблочной или вишневой начинкой. Это блюдо получило известность во многих странах и существует множество рецептов приготовления этого десерта. Готовят штрудель как со сладкой начинкой, с фруктами, ягодами, орехами, тыквой, творогом, так и с несладкой – мясом, капустой и картофелем. Для приготовления венского штруделя с яблоками нам потребуется для теста 250 граммов муки, 125 граммов теплой воды, 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла и щепотка соли. Для начинки 1,5 килограмма яблок, 100 граммов орехов, 100 граммов изюма, 70 миллилитров рома, 150 граммов сахара, панировочные сухари, 1 лимон и 2 чайные ложки корицы, а также 100 граммов растительного масла, 100 граммов растопленного сливочного масла и сахарная пудра. Готовить штрудель будем из вытяжного теста, но можно взять готовое слоеное или тесто фила. Замешивать тесто можно вручную, в хлебопечке или, как в моем случае, с помощью миксера. В чашу высыпаем просеянную муку, добавляем щепотку соли, яйцо и растительное масло. Устанавливаем насадку крюк для густого теста и на низкой скорости перемешиваем продукты. В процессе замеса вливаем тонкой струйкой теплую воду. Вымешиваем тесто в течение 10-15 минут на средней скорости. Прошло 10 минут. Смазываем руки растительным маслом и достаем тесто из чаши. Вот такое мягкое, эластичное тесто у нас получилось. Формуем тесто в шар, перекладываем в миску и заливаем растительным маслом так, чтобы тесто полностью им покрылось. Оставляем тесто в масле как минимум на 30 минут для того, чтобы оно стало еще более мягким, податливым и легче растягивалось. А тем временем займемся яблочной начинкой. Сразу скажу, что для этой начинки используется изюм, который необходимо за сутки замочить в роме. Подготовим яблоки. Для штруделя рекомендуется брать крепкие, зеленые, желательно кислые яблоки с ярко выраженным вкусом и ароматом. Очищаем их от кожицы, разрезаем на 4 части и удаляем сердцевину. Подготовленные яблочные дольки нарезаем поперек на небольшие ломтики толщиной 3-4 мм. Перекладываем в миску и сбрызгиваем их заранее выжатым лимонным соком. Это делается для того, чтобы яблоки не потемнели. В миску с яблоками добавляем корицу, заранее подсушенные измельченные грецкие орехи, пропитанный ромом изюм. Высыпаем половину сухарей, у меня из сладкой булочки, но можно взять панировочные или измельченное бисквитное печенье. Добавляем сахар и все хорошо перемешиваем. Наша яблочная начинка готова. Приступаем к самому ответственному и трудоемкому процессу. Необходимо как можно тоньше раскатать и растянуть тесто. Для этого рабочую поверхность застилаем хлопчатобумажной скатертью или льняным полотенцем. Наше тесто хорошо отлежалось в масле. Из этого количества можно приготовить 1 большой или 2 маленьких штруделя. Но так как я хочу показать вам 2 способа приготовления штруделя, то разделим это тесто на 2 части. Достаем его из масла, обваливаем в муке, а полотенце хорошо присыпаем мукой. Раскатываем тесто как можно тоньше скалкой. А затем просовываем руки под тесто
И аккуратно растягиваем от центра к краям до тех пор, пока оно станет таким тонким, чтобы через него было видно рисунок на ткани. Тесто настолько тонкое, что при его растягивании неизбежно появление дырочек. Это не страшно, их можно и оставить, а можно залепить и вновь прокатать скалкой. Старайтесь растягивать тесто в длинный прямоугольный пласт, ширина которого равна длине вашего противня. Подготовленное тесто сбрызгиваем растопленным сливочным маслом и аккуратно смазываем кисточкой. Это делается для того, чтобы придать слоистость готовому штруделю. Сверху присыпаем сухариками, которые впитают излишнюю влагу сочной яблочной начинки. Как я уже говорила, мы будем готовить штрудель двумя разными способами. В первом случае отступаем от узкого края 10 см и равномерно выкладываем начинку горкой, слегка ее уплотняя. Загибаем тесто на начинку, где мы оставляли свободный край, и теперь при помощи полотенца начинаем сворачивать наш штрудель в рулет. В конце промазываем штрудель растопленным сливочным маслом и накрываем свободным краем теста. Концы рулета плотно сворачиваем, отрываем излишки теста и поджимаем вовнутрь для того, чтобы при выпекании не вытекала сочная начинка. С помощью полотенца переносим штрудель на противень. Его можно смазать маслом и присыпать сухарями, застелить пергаментной бумагой, силиконовым или, как в моем случае, тефлоновым ковриком. Повторяем процедуру со второй половиной теста. Точно так же раскатываем и очень аккуратно растягиваем его в ровный прямоугольный пласт. Делать это нужно не торопясь, так как тесто очень тонкое и может легко порваться. Подготовленное тесто, как и в первом случае, смазываем растопленным сливочным маслом, присыпаем оставшимися сухарями и выкладываем начинку. Разница в том, что во втором способе начинку раскладываем равномерно по всей поверхности теста, не доходя до края 10-15 см. Завершаем процесс сворачивания штруделя, как и в первом случае. Концы рулета плотно защипляем и подворачиваем. Переносим штрудель с помощью полотенца на противень. Смазываем оба рулета растопленным сливочным маслом и отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку до готовности. Спустя 40 минут наши венские яблочные штрудели готовы. Даем им слегка остыть, нарезаем и присыпаем сахарной пудрой. Подают штрудель в теплом виде с шариком мороженого. Итак, друзья, я показала вам два способа приготовления венского штруделя. По вкусу они ничем не отличаются, но мне второй способ приготовления нравится больше. Он лучше держит форму, легче нарезается и более красивый на разрезе. Тесто у штруделя получается тонкое, слоистое и хрустящее. Начинка очень вкусная, ароматная и нежная. При этом тесто не раскисает. Именно такой начинкой славится настоящий венский штрудель. А еще всем любителям яблочной выпечки рекомендую посмотреть у меня на канале замечательный видеорецепт «Яблочный пирог с целыми яблоками». Желаю приятного аппетита!
Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты сладкой и несладкой выпечки. Посмотрите их, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.